Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, за то, что присоединяетесь к нашим выпускам по средам с Костем Бондаренко, известным украинским политологом и историком. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Тоже рад видеть и надеюсь на плодотворное общение. Друзья, прежде всего это общение с вами непосредственно, поэтому присоединяйтесь к нему. Это можно сделать несколькими способами. Ну, во-первых, оставляйте свои вопросы в сообществе на YouTube. Во-вторых, в клубе зрителей Шелеста. Оттуда вопросы будут звучать в самом финале. Если не хотите никого ждать и хотите, чтобы все увидели ваш вопрос, там, в принципе, уже все равно прозвучит, не прозвучит, он будет показан, и каналу помочь, то это QR-код, который видите на экране. Также чат трансляции подключим в финале обязательно, и, конечно же, обсудим все самое-самое интересное. Подписывайтесь на Костя Бондаренко и на YouTube, и в Telegram, и, пожалуй, начнем с опроса. Вы за то, чтобы Telegram-каналы были не анонимные? Вот так сформулирован вопрос сегодня. Вот варианты. Да, правду надо говорить в лицо. Нет, иначе будет сплошной телеграм-марафон. Следующий вариант. Да, вот каналы да, а пользователи нет. Ну, то есть, если есть какие-то каналы, ресурсы, вот это всегда должны быть исходные данные. А вот если пользователь, то в принципе, как бы нормально. Они могут быть анонимные. Ну и вообще, как бы такой вариант, я думаю, он минимальное количество наберет, но тем не менее есть и такой. Я Telegram не пользуюсь, мне все равно. Вот такие 4 варианта. Давайте с этого начнем, потому что и в России активизировались с Максом или Махом, и в Украине вроде как пробили голосование в парламенте, завтра будут пробовать проголосовать деанонимизацию телеграм-каналов. Как вы относитесь к этой теме, Константин Петрович? А как они готовы обеспечить эту деанонимизацию? Вот представьте себе, что есть некий человек, который завел себе телеграм-канал, и, соответственно, Верховная Рада принимает решение о том, что с завтрашнего дня, например, все каналы должны быть деанонимизированы. А человек говорит, а я не хочу деанонимизироваться. По разным причинам. Человек находится в Украине, и он не хочет, чтобы его, детище, на которое он там потратил большое количество времени, чтобы обеспечить свою анонимность, и большое количество технических средств, чтобы оно стало достоянием той же службы безопасности Украины. И так далее. То есть он не хочет, чтобы наступала уголовная ответственность за то, что он пишет. Ему проще оставаться анонимным. И он просто отказывается выполнять. Что дальше? Его заблокируют, так через VPN будут читать дальше. Его, я не знаю, что обратятся с письмом к Дурову. Это такое, это, в принципе, это процесс, я не знаю, может, я чего-то не понимаю, но по большому счету мне кажется, что на самом деле это то же самое, что там, принять закон, которым мы отменяем зиму, потому что зимой там, холодно, и нам придется тратить больше средств на отопление. Так что нам не нравится зима, мы отменяем зиму. В общем, вы говорите «нет». Да, я говорю нет. Да, друзья, значит, проголосуйте в конце. Просто мартышкин труд, это запрет. Нет, смотрите, там же это кто пробивает в том числе? Порошенковцы. Порошенковцы что делают? Они же предложили закон про координационный штаб, да. Координационных штабов. Да, именно. Так что координировать. Все же надо максимально привести к одному координационному центру. А над этим координационным центром еще один суперкоординационный центр. В общем, да. Смотрите, как бы понятно, что чем-то заниматься надо, потому что глобальные вещи не продвигаются совершенно. Война в Иране, кажется, входит в такой некий штопор. Сколько бы картинок не показывали, как уничтожают Иран. Иран бьет. Прошлой ночью ударил достаточно крепко по Израилю. Даже оттуда появились первые голоса. Несмотря на военную цензуру, люди записывают видео, говорят, вот эти тревоги, каждые 20 минут летело вроде как больше или около 300 целей. Были поражения.
разрушения, были, конечно, сбития, были обломки, все это, конечно, ужасно. Продолжается вот эта вот работа вокруг того, чтобы кого-то еще втянуть. Ну и Трамп, Axios, вот буквально перед нашим эфиром, опять опубликовал свою уже позавчерашнюю историю, что так все разбомбили. Если все разбомбили, что тогда летит? И очень же важный момент, очень важный, как бы к чему все идет, раз все вот так? Ну, к чему идет? Пока что война затягивается. Пока что война идет не по плану Соединенных Штатов. Соединенные Штаты надеялись на определенный блицкриг, блицкрига не получилось. И вчерашний разговор Трампа с Путиным это показал, по большому счету. То, что можно прочесть между строк в коммюнике, вот, показывает, что на самом деле существуют очень большие опасения у Трампа и его союзников, что война может перейти в затяжную фазу. Мы говорили об этом и в прошлый раз, о определенных рисках, которые стоят перед Соединенными Штатами. Но если Трамп не решит вопрос с Ираном за этот месяц, то ему придется очень многое менять в отношениях с другими государствами-гегемонами, в том числе с Россией, в том числе с Китаем. Вот та конструкция, которая выстраивалась на протяжении последнего года, она, скорее всего, потеряет свой смысл. А так, ну, в принципе, знаете, то, что Трамп говорит о том, что мы уже, там, то есть Соединенные Штаты, уже как бы достигли определенных целей, вот, показывает, что Трамп вполне возможно может воспользоваться методом Калигулы. В 40-м году нашей эры Калигула, римский император, вот, он отправил свои войска на завоевание Британии. Вот, флота у него не хватало, войск тоже не хватало, чтобы завоевать Британию, поэтому он даже не переправлялся через Ла-Манш, он попросту сказал рубить тростник и собирать ракушки. Вот. И, соответственно, их представил потом в Риме как трофеи, вот, принес эти ракушки и сказал, что все, мы завоевали Британию. Хотя на самом деле даже боев не было в Британии. Вот, как говорят историки того времени. Имитация победы тоже победа, как показывает история. Ну, смотрите, тут уже просто так оттуда не уйти Трампу. Да, потому что вопросов уже масса. Но он может уйти и переложил всю ответственность в дальнейшем на союзников и на... На каких Израиль. Союзников? Ну, смотрите, в том числе Украина. Подождите. В том числе Умеров. Зачем Умеров поехал во главе там, целой группы украинских военных в Иорданию? Вот. Сейчас соберут с миру по нитке там румынов, украинцев, еще там некоторых. И скажут, ну вот, теперь вот, вы должны противостоять Ирану. Иран там будет себя вести не совсем правильно. Вот, Израиль будет постреливать по Ирану, Иран по Израилю. Ваша задача сбивать шахеды, сбивать ракеты. Все. Вот. А Соединенные Штаты умывают руки и говорят, что мы победили. Ну вы же видите, как позвали вот этого, ну он, кстати, известен в Украине, этого интервьюера, который по Херсону ходил, там снимал обстрелы. Сегодня, кстати, в Херсоне тяжелая трагедия. Ударили дроном по маршрутке. 20 человек раненых, вроде о погибших не сообщаются, но это, конечно, жуткое зрелище на самом деле. И вот это он Херсон, этот интервьюер, да, так сказать, там освещал в Киев, приехал, женился на мужчине. Ну, то есть понятно, да, как бы из каких он будет западный журналист, да, и, в общем-то, я даже почему-то думаю, что его Дмитрий Литвин порекомендовал Зеленскому как особо влиятельного человека, у которого надо вот именно сейчас дать интервью. Тем более, что вопросы все были, конечно, такие сладенькие, все такие очень умащивал Зеленского, это все как бы понятно, но они донесли ведь очень интересную мысль, и ее прям выдвинули вперед, так выпячили. Это мысль о том, что, смотрите, буквально недавно Трамп говорил Зеленскому: у тебя нет карт, а сейчас просит у тебя
о помощи. А ему так приятно, Зеленскому. Он и так, и сяк. И говорит, да ну что вы. А вы скажите, как это выглядит? Говорит, да, Владимир Александрович, да. И понимаете, вот это вот шоу идиотское, ведь оно же имеет какой-то определенный подтекст на фоне, ну, например, ударов, который пришелся там по Брянску, да, но пострадали мирные. Славянск, который утюжат кабами. Запорожье, куда прилетело 5 бомб сегодня. И вот на вот этом фоне вот эти все ужимки в этом интервью выглядят максимально цинично. И такое ощущение складывается, ну вот честно, что они вот правда дожимают из Украины все соки. Ну вот все. То есть даже вот такую мелочушечку, ну надо выпечить, раздуть, показать и сказать, смотрите, я просто игрок, я не показываю все свои карты, поэтому все думают, что у меня их нет. Какие карты есть у Зеленского на фоне Ирана? Кроме игральных. Вот, я не знаю, что у него есть сейчас, но давайте будем говорить откровенно. С военной помощью и с финансовой помощью как-то не складывается. С тем, что будут расти сейчас цены на энергоносители, на товары первой необходимости, на пищу, ну, то есть на продукты питания и так далее. То есть все это тоже очевидно. Разбомбили все, что только могли, поссорились со всеми соседями по периметру Украины. Какие карты здесь могут быть? Только то, что ему постоянно звонят то Мерц, то Ступ, то еще кто-то из этих ястребов, вот, и говорят, вы должны воевать. Вы должны воевать вот, по принципу «жарьте рыбу». Так рыбы нет. Вы жарьте, рыба будет. Вот, так что, и вот это вот приблизительно вот эта формула «рыба будет, а вы жарьте», вы воюете, а деньги там и все остальное найдется. Вот она дальше работает, и Зеленский надеется именно на это, надеется на то, что Запад, то есть Европа, его не оставит. Но Европа оставляет. Сегодня делегация приехала от венгров. И вы знаете, я вот думал, ну там, чем закончится. Причем они идут, ну у них выборы, понятно, но они идут вот по пути Зеленского. Приехал там представитель, стал на границе, сказал, я в Украине, иду дружбу смотреть. Нефтепровод, дружбу. А потом проходит несколько часов и говорят, слушайте, так никто не знает никакой делегации. Украинская сторона говорит, МИД говорит, мы не в курсе, что они приехали, что там кто будет проверять. Вообще непонятно, какие-то венгры, к чему это все. Кажется, набирает точку, ну вот подходит к точке абсурда вся ситуация вокруг дружбы и Венгрии. Смотрите, это абсолютно точная информация, за которую я ручаюсь, отвечаю и так далее. В прошлый четверг, когда произошли события, связанные с тем, что Зеленский угрожал Орбану, когда Зеленский сказал, что к Орбану сейчас вот он даст адрес Орбана, чтобы с ним разобрались ребята из ВСУ, вот, это вызвало шок не только в Будапеште. Не то, что там испугались, а просто вот беспардонность, с которой было это заявлено, вот она попросту обескуражила. Но это привело к такому же приблизительно эффекту и в Брюсселе. Вот. Украинской стороне в прошлый четверг было передано, вот, точнее в пятницу, извините, уже в пятницу это было передано украинской стороне. До Зеленского попытались донести. Вот, Еврокомиссия, на уровне Еврокомиссии попытались, что Зеленский слишком многое себе позволяет. Зеленского предупредили, чтобы он нашел способ до конца прошлой недели, то есть до воскресенья, извиниться перед Орбаном. Можно не публично, можно по каналам, существующим дипломатическим каналам, замять скандал и решить вопрос с нефтепроводом «Дружба». Брюссель посоветовал сделать это до конца прошлой недели. Это не было сделано. Более того, сам Зеленский, что называется, отморозился на этом деле. Сказал, я вообще не понимаю, о чем они, не буду я вообще ничего делать. Вот. То есть пошел тоже на конфликт. И, соответственно, Зеленскому было передано, что, извините, но в таких условиях Орбан может быть сукин сын, но это наш сукин сын, сказали европейцы. Он один из нас.
Он один из представителей европейского истеблишмента. Да, к нему есть большое количество предостережений, большое количество претензий, но на самом деле Орбан – это человек, который является представителем европейской элиты. Вот. Зеленский – это представитель государства третьего мира с точки зрения Европейского Союза. И даже если Зеленский считает, что Украина – это Европа, вот, в Европе так не считают. Да, он понятен европейцам, он, скажем, для них является инструментом воплощения их интересов на востоке Европы, но он не принадлежит к европейской элите. Поэтому выбор именно относительно Орбана, в пользу Орбана, был очевиден для Брюсселя. То, что Зеленский не сделал никаких выводов, может иметь очень далеко идущие для него последствия. Константин Петрович, но ведь он не может открыть дружбу. Не может. Но это уже вопрос. Вот как он будет выходить из этого? Нет дружбы, нет варенья, как говорится. Вот. Нет дружбы, не будет 90 миллиардов, на которые он рассчитывает. Ну, есть же мнение, что 90 миллиардов, там уже сейчас говорят, дадут 30. Хорошо, даже если 30, за них необходимо проголосовать. Необходимо, чтобы был принят консенсусное решение было принято. Консенсусное решение относительно выделения этих средств. Венгрия и Словакия сказали ни за что. До тех пор, пока не заработает дружба. И все это, конечно, происходит на фоне, такой лихорадочной цены на нефть. Она то поднимается, то падает, то опять поднимается. И это все крутится вокруг этого Ормузского пролива. Да. Сокращение добычи, поставок, удорожание. И причем конечный потребитель, и промышленных масштабах. В общем, ужас, что происходит на этом фоне, на фоне событий в Иране. Но тут же интересен другой момент. Зеленский говорит, что он себя ощущает водителем школьного автобуса. Да, который переживает за каждого пассажира, да, за то, что происходит в салоне. Вот такая салонная политика, значит, у него. Вот. Но если говорить откровенно, я уже сегодня над этим шутил, что в истории уже был один водитель школьного автобуса, который до 3 января этого года возглавлял Венесуэлу, я имею в виду Николас Мадуро. Он же человек, который до того, как прийти в политику, он работал водителем автобуса, в том числе и школьного автобуса. Была у него такая эпоха в его биографии. Поэтому, когда Зеленский говорит, что он хочет быть водителем школьного автобуса, он себя я не знаю, сознательно, несознательно, подсознательно, по Фрейду или как, вот он себя уже программирует на то, что его судьба может быть аналогична судьбе Мадуро. Только с какой стороны? Вы же видите, что россияне не предпринимают никаких попыток. Более того, сейчас сообщают, во время уже нашего эфира пришла новость о том, что Дмитриев в Майами. Да, Дмитриев в Майами. Дмитриев дальше ведет переговорный процесс. Хоть там оппозиционные телеграм-каналы, российские оппозиционные телеграм-каналы пытались забрасывать информацию, что Дмитриева уже отстранили, что Путин недоволен Дмитриевым, что вместо Дмитриева будет Сурков снова. То есть такие это вбрасывались на прошлой неделе. Кирилл Дмитриев остается в фаворе. Кирилл Дмитриев остается переговорщиком. Кирилл Дмитриев дальше будет вести переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами. Более того, скорее всего, в ближайшее время мы увидим очень серьезные подвижки во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Россией, чего нельзя сказать о подвижках в отношениях между Россией и Украиной. Каким образом будут договариваться на этом этапе? Это сейчас самый, наверное, острый и главный вопрос. Удар по Брянску, ответки разнообразного, образца, это ведь не о переговорах. А вот эти ракеты, Шторм Шэдоу, это
прямо Песков говорит, мы учтем, что это британцы, ну, как бы поставили эти ракеты, британцы типа стреляли. В общем, Британия, кажется, уходит потихоньку в разнос и на Ближнем Востоке, Да, ну, я имею в виду ее потихоньку. позиция, и в вопросе Украины. Чем это чревато? Британия давно хотела бы заменить собой на определенных направлениях Соединенные Штаты Америки. Британия давно, британская политика давно идет в разрез с политикой Соединенных Штатов. Бывшие союзники в некоторых случаях являются сегодня конкурентами. Вот. Что касается украино-российских отношений, если только переговорный процесс зайдет в тупик, я думаю, что может быть ужесточение, очень серьезное ужесточение позиции России по Украине. Более того, я читаю некоторые аналитические материалы из Украины, которые поступают, не просто так, которые там пишутся для пропаганды, вот, а именно аналитические материалы, которые фактически для внутреннего пользования. Добрые люди делятся, скажем так, мир не без добрых людей. Там речь идет о том, что в вооруженных силах Украины существуют определенные достаточно неприятные ожидания того, что вот буквально с недели на неделю подсохнет почва. И второе – это то, что посадки покроются зеленкой, и Россия стягивает новые и новые войска. Вот. И это ощущение того, что может быть очень серьезная неприятность, и может быть ситуация, когда не выдержат укрепрайоны новое наступление со стороны России, оно сегодня существует, в том числе в среде военных. Вот в чем большая проблема. Ситуация вокруг Ирана во многом развязывает руки и Соединенным Штатам, и России. Вот. Почему? Дело в том, что постепенно выветривается дух Анкориджа. В каком плане? Дело в том, что в Анкоридже стороны, Соединенные Штаты и Россия, достигли определенного взаимопонимания, что снятие с России санкций политически будет невозможно со стороны Соединенных Штатов в условиях, когда Россия не закончила войну с Украиной, когда Россия Россия и Украина не пришли к мирному соглашению. Вот. Трампу будет очень сложно объяснить, почему он снимает с России санкции. Но ситуация вокруг нефти, в первую очередь, ситуация вокруг Ближнего Востока, не только вокруг Ирана, она развязывает во многом руки Соединенным Штатам и тому же Трампу. Ему проще объяснить, почему он идет на снятие санкций с России, хотя бы частичные. России проще в нынешней ситуации апеллировать к тому, что, извините, пожалуйста, в мировом масштабе не действует принцип, что положено Юпитеру, не положено быку. То есть, если Соединенные Штаты позволяют себе нарушать международное право относительно Ирана, то почему бы России не закрыть глаза или России не объяснить или же не понять Россию относительно ее действий в Украине. Вот. Так что в этой ситуации как раз то, что происходит вокруг Ирана, в той или иной степени может быть использовано и одной, и другой стороной сегодня, Соединенными Штатами и Россией. Константин Петрович, но на фронте лжи много. Говорят о том, что Днепропетровскую область почти освободили. Представляете, какая победа? Конечно. А никто ее не подтверждает. Нечто подобное мы видели, да, и командиров выпускают, они говорят, смотрите, мы там, да, гуляй-поле потеряли, но это часть замысла. Вот вы сейчас увидите. И как не в себя гребут людей на войну. Каждый божий день. Уже люди прямо от этой темы устали. Просто не мытьем, так катанием. То есть затягивают уже всех подряд на эту войну. И, в общем, извините, когда там на Франковске дворники сидели по хатам, потому что у них бронь не продлили. Да, то есть,
заминка. Но в эту заминку ты попадаешь под замес, а там уже не важно. Бронь у тебя, не бронь, перекрываются трассы, регионы. Цыгане берутся на Закарпатье, потом их находят и давай там вот это извинения на камеру записывать. То есть всячески держат руку на пульсе вот этого процесса. Это ведь точно для того, чтобы что-то вычудить на передовой. Зеленскому доложили неделю назад о том, что даже данные социологических опросов показывают, что негативное отношение к ТЦК просто зашкаливает. Просто зашкаливает. Вот. И, соответственно, Зеленский начал сейчас вопрошать, а что можно с этим сделать? Но ответа нет. Как можно сделать, потому что это бьет по его рейтингам. Зеленскому доложили о том, что его рейтинги падают. Зеленский это знает. Вот, знаете, социологи все-таки делают какую-то работу, там, я не верю в объективность их исследований, но уже даже сейчас невозможно скрыть тенденции, которые существуют. Зеленский начинает тотально терять поддержку. Зеленскому доложили, что около 90% граждан Украины за мир, вот, то есть за прекращение войны, около 90%. Такой цифры еще не было за всю историю войны, за все 4 года войны. Но при этом в голове у многих граждан существует каша, потому что там около 70% за то, чтобы война, точнее, за то, чтобы закончить войну, но не отдавать территории. Вот. То есть вот такая еще позиция. Что касается ситуации на фронтах. Да, на фронтах пытаются показать, что все хорошо, прекрасная маркиза. На фронтах пытаются показать, что мы сильны как никогда. Вот мы сейчас вот освободили Днепропетровскую область, хотя на самом деле, как говорят военные, с которыми я в контакте, они говорят, что пока что речь идет о том, что продвинулись незначительно в серой зоне Днепропетровской области. Там и так не слишком много Россия контролировала. Вот большая часть тех территорий, которые не контролировала Украина сейчас, это была серая зона, большая часть. Вот в этой серой зоне продвинулись. Вот. Это временные, могут быть там и определенные успехи могут быть продемонстрированы. Но сейчас говорить о том, что отвоевали и стали контролировать эту территорию, не приходится. Вот. В серой зоне постоянно переходят там территории из рук в руки. Константин Петрович, но и какого-то наступления, анонсированного россиянами, особо не видно, разве что там в сторону Славянска, и вот эти удары кабами считать как определенную подготовку штурмовых действий, и все идет вот по какому-то, так видится, запрограммированному сценарию. И даже как-то вот и фронт никому уже, мало кому интересен, да. Обстрелы, да, какие-то еще там Иран, но это же совсем другая история. Украина затерялась информационно ведь не только потому, что там на фронте ничего не происходит. Такое ощущение, что никому нет дела до фронта, и с вот этим прецедентом, отправкой каких-то ПВОшников в Иорданию, еще там в одну страну. ПВОшники в Иорданию, помните, в 2003 году Кучма точно так же отправил, там, кажется, роту химзащиты в Ирак. Угу. Точно так же. Это такой себе омаж перед своим сюзереном, вот, просто для того, чтобы вот он сказал, что надо помочь. Вот, вы должны доказать, что вы вот, значит, на моей стороне. Уважим, условно говоря. Соберем там роту, батальон, там, условно говоря, и отправим туда в зону боевых действий, чтобы показать, что мы тоже, как говорится, наша баночка на святую воду. Да? Вот. Так что вот приблизительно так же. Мы пахали. Как вы думаете, Европа, которая вот сейчас подвешивает Украину на крючок и так даже так за печень в плане финансирования и в плане остальных вещей, какая у нее игра и кто там играет? Вот смотрите, Мелани выходит и говорит:
Там Нью-Йорк Таймс уже однозначно написала по поводу девочек вот этих в Минабе, школьниц, которых обстреляли в первый день. Такер Карлсон рассказывает, что ребята, значит, они разберутся. Они напишут, это я об этом говорил уже, что, потому что они применяют автоматические целенаведения с помощью искусственного интеллекта. И им очень нужно разобраться в этом вопросе не потому, что девочек жалко или там какое-то военное преступление или что-то еще, а для того, чтобы боеприпас тратился по назначению. Это так я вот разжевываю уже до конца. Они опробуют тоже свои какие-то новые технологии и ноу-хау. Поэтому, собственно, мы видим свободное Нью-Йорк Таймс, которая выходит и говорит, да, это ответственность Америки за гибель вот этих 150 девчонок. Но как Европа играет на этом фоне? Мелани осудила девочек, да? Урсула мнется, говорит, да вот мы 30 лет назад развернулись, это там на энергетике, ошиблись стратегически. Так подождите, а кто вообще, никто не думает, что вы последние там лет 10, 15, 20 ошиблись и в других вопросах? То есть коллективная безответственность порождает вот эти вот, скажем так, шатания и разброты шатания. Есть какая-то выверенная европейская политика в отношении продолжения войны в Украине на фоне Ирана? Нету. Я уже неоднократно говорил, что сегодня нет единой точки сборки в Европе, что Европа на сегодняшний день поделена на несколько сфер влияния, зон влияния. Наиболее активной, наиболее агрессивной частью является та часть Европы, которая ориентирована на Лондон. Есть шатающаяся часть, которая хотела бы быть в союзе с глобалистами, но в то же время сохранить собственный суверенитет. Это те же Германия, Франция. Им все меньше и меньше удается сохранять этот свой суверенитет. В большинстве своем европейцы нацелены антитрамповско, я имею в виду европейских политиков, европейских лидеров. Они пытаются сегодня кто критиковать Трампа, кто пытается, не критикуя Трампа, бить по больному, что называется, вот как Мелани. Вот кто пытается где-то так имитировать поддержку, имитировать союзничество с Соединенными Штатами. Вот как Великобритания, кстати, которую уже даже покритиковал Трамп, сказал, что они пытаются прийти уже на все готовое, спасибо, нам не нужна такая помощь, которую они там нам оказывают. То есть реально мы видим, что Европа просто саботирует помощь Трампу, помощь, с которой Трамп обратился к Европе. В Европе, более того, не верят в успех иранской авантюры. Не верят. Здесь ведущие эксперты, аналитики, политологи, политики, дипломаты, они всерьез говорят о том, что это большая ошибка Трампа, и Трамп может увязнуть в Иране больше, чем в Афганистане или же во Вьетнаме. Поэтому они с большой опаской смотрят на все то, что происходит. И еще один момент. Европейцы считают, что война в Иране больше всего может ударить именно по Европе. Поскольку рост цен на нефтепродукты очень серьезно ударит по Европе. Да, берут нефтепродукты из Алжира, Италия, там, например, там из Каспия поступают и так далее, но основная эта часть нефтепродуктов должны были откуда-то получать Европа. И они считают, что сейчас их поставят перед дилеммой. Либо дорогие американские газ, нефть получать по Соединенных Штатах, кстати, как раз сейчас дискутируется вопрос относительно размораживания нефтедобычи собственной. Либо же, опять же, надо идти на поклон к России. Кстати, пока у меня нет подтвержденной информации, но по неподтвержденной информации некоторые представители европейских нефтяных компаний, точнее, компаний, которые реализуют нефтепродукты, они уже начали вести переговоры с Россией. То, против чего выступает Урсула фон дер Ляйен.
Ну, Зеленский, он же, мы заметили, кстати, последнее время не бьет по НПЗ, бьет по Да. другим объектам. Ну, по объектам, но по другим. Вот, например, там Сочи очень долго была тревога, прилетело тоже там обломки, там по домам попадали. То есть, ну, как бы мы видим, да, вот это вот держит это напряжение. Но тогда получается, вообще нет, вот то, что и есть, то, что и говорил Трамп, нет козырей. Если условно, пускай в серую, пускай там через посредников, но Европа вернется к российским энергоресурсам, а это возможно. И кто там не кричал, что это невозможно, вот смотрите, Путин там разворачивается, он же тоже, вот надо просто понаблюдать, он одной рукой разворачивается, как бы, говорит, Да. ну, не хотите, не покупайте, а другой рукой, как бы, теребит нервишки Зеленского по Орбану и Фица. То есть это классическая вот такая политическая штука. Да, я Зеленскому, вообще... вот сейчас Трамп заявил, говорит, мне некуда бить в Иране. Так и Зеленскому тоже скоро будет некуда бить. То есть его вот этот, как считалось, самый болезненный прием – это ударить по нефтесектору России, и даже этот прием уже не используешь. Ну, видите, что касается поставок, вот, знаете, на нашей памяти уже было очень-очень много курьезов. Вот. Когда ввели санкции относительно России, в Москве появлялись белорусские морепродукты, помните? Вот. Когда у Украины были проблемы с поставками газа из России, ну, имеется в виду, мы отказывались демонстративно от российского газа, у нас вдруг начали поставлять в Украину швейцарский газ. Ну, откуда он там взялся в Швейцарии, никто не знает. Но мы покупали газ не у России, а у Швейцарии. Ну, вот точно так же, я думаю, Европа может, не отказываясь от санкций, покупать индийскую нефть, например. Вот, которую Индия будет покупать у России. Вот, и так далее. То есть может быть очень много разного рода там, таких замаскированных, завуалированных ходов, которые будут помогать выйти из той или иной ситуации. Так что, а что касается, куда бить Зеленскому, ну, будут бить по памятникам каким-нибудь. Вот. Снесли же в Киеве сейчас вот эту статую Буратино. Вот. Ну, будут выбирать такие же объекты где-то. Ну, по НПЗ нельзя, туда нельзя, сюда нельзя. Будут выбирать какие-то второстепенные объекты. По поводу экономики, ну, той, которой нет, Константин Петрович, в Украине, непонятно, ну, как бы вообще за счет чего будет дальше жить государство. Ситуация с проваленным голосованием за законопроекты от МВФ нам демонстрирует, что депутаты лучше на работу не придут, чем проголосуют. Да. Туда же под эту раздачу попал и Бубка, спортсмен, которого там со шлемом Гераскевич призывал у него забрать Героя Украины, просто голосов не хватило. То есть они бы забрали, но не смогли даже этого сделать. То есть мы видим абсолютную, скажем, ну, как бы абсолютно парализованную Верховную Раду. Да. Но только Верховная Рада, если там мы остаемся в конституционном поле Украины, что-то может решить, предложить или как бы подставить плечо и быть точкой опоры. Но, кажется, там развал. То есть экономики нет, институции, которая там, на котором зиждется все, тоже нет. Я прихожу к выводу, это опять-таки инсайт такой от тех, кто стоит за фигурами. Из окружения, так сказать, кто-то скажет, обслуги вот этих видных деятелей из офиса президента. В разговоре там мне передали, да, через человека, это, в общем, ездят по Европе, то есть командировки, там разные там, советники и так далее. Говорит, ну так и хорошо, а там, ну а как можно, там, может, вернуться можно, когда разным людям, не только там подсанкционным, просто вообще, в принципе, украинцу вернуться в Украину. Он говорит, а куда? Куда?
Ничего не будет. Они выжимают последние соки, сбивают кэш на всем, переводят в крипту, выводят все до последнего. Они просто действительно очень торопятся и обналичивают все активы, потому что дальше не будет ничего. Возвращаться будет некуда. Да, это правда. Вот экономика у нас работает ровно в этом же в этом режиме. Вот. Вымывание средств из Украины, жизнь по принципу «после нас хоть потоп». Экономика у нас только на словах. Мы идем в Европу, на самом деле мы стремительно идем к сомализации Украины. Мы строим Сомали в центре Европы. Вот. Вот. И это очень многие понимают. Очень многие понимают, что на самом деле после Зеленского будет выжженное поле. После Зеленского будет, извините, пожалуйста, не будет никакого единства Украины. Забудьте. И тут я не боюсь быть Кассандрой как раз. Вот. Не будет никакого единства Украины, будет очень болезненный вот процесс, скорее всего, создания вот разного рода сомалилендов и так далее, вот, которые будут инициировать местные региональные элиты. Каждый будет выгребать, как будет считать нужным. Потому что единого экономического пространства сегодня уже не существует. Война пока что единственное, что объединяет страну. Когда Алексей Кулеба, не путать с Дмитрием Кулебой, сказал, что кладбище – это единственное, что объединяет сегодня Украину, он был абсолютно прав, к сожалению. Многие над этим смеялись, над этими словами. Откуда взялся тогда проект или идея партии мэров? Слушайте, что не день, то Терехов, то Ким, то Терехов, то выходит Филатов, говорит, как хорошо при Буданове дышится, то какие-то там программы. То есть, смотрите, идет война, идет обнищание, подорожание, выпускают Кима, он говорит, у меня 60 в области программ для пенсионеров, сердце радуется, как бабушка приходит и его учат, как писать запросы в чат GPT или там какой-нибудь искусственный интеллект, а ты сидишь и смотришь на эту, как бы, Николаевская область, на секундочку, то есть ты сидишь и понимаешь, ё-моё, ну, то есть это явно пурга, которую вот туда гонят в эфир ради того, чтобы забивать баки и не обращать внимания на какие-то проблемы, но они эту пургу периодически, что один, что второй, что третий, ну вот есть плеяда правильных каких-то региональных лидеров, и вот им прям сватают какой-то успех политический. В чем замысел? Вот как вы видите? Замысел как раз абсолютно естественный. Замысел естественный. Я не знаю, как будет воплощаться это в жизнь, но замысел очень даже естественный и правильный. Почему? Есть прифронтовая зона, есть территории этой прифронтовой зоны. Люди живут там, скажем, у них на порядок больше проблем, чем, например, у людей, которые живут на западе Украины или в центре Украины. Вот. Есть то, что объединяет, там, например, харьковчан, днепропетровцев, там, херсонцев, николаевцев, одесситов и так далее. То есть те люди, которые чувствуют на себе постоянно основной удар со стороны войны, скажем так. Что касается лидеров, есть достаточно харизматичный мэр Харькова, Терехов, при всем том, он пользуется уважением и так далее. Во многом он эксплуатирует капитал, который достался ему от покойного Кернеса. Вот. Есть тоже достаточно харизматичный губернатор, глава военной администрации Николаевской области, Ким. Вот. И, соответственно, они начертили определенную политическую ось. Харьков, Николаев. Вот. Но, кроме всего прочего, давайте не забывать, что эта территория, там никуда не выветрились политические оппозиционные настроения. Практически эти люди, которые живут вдоль этой оси, которые нанизаны на эту ось, они в 2019 году голосовали за Зеленского только потому, что они были противниками политики
Порошенко, они были противниками Майдана и всей постмайданной этой свистопляски, которая у нас была на протяжении длительного времени, продолжается. Никуда это не выветрилось, оно где-то там законсервировалось внутри. И, соответственно, сейчас есть желание возглавить эти процессы, возглавить эти настроения. Вот, каким-то образом их закоммутировать. Особенно на том фоне, что полностью обанкротилась ОПЗЖ. Вот. Эта политическая сила попросту сейчас пошла на службу к Зеленскому и голосует за все то, что вносит Зеленский, просто не глядя, поднимают руки, нажимают кнопки. Вот Юрий Бойко, в принципе, его риторике мог бы позавидовать Андрей Борисович Ермак, настолько верноподданнически он себя ведет во многих случаях. Ну и понятное дело, что есть искушение у многих политиков, чтобы использовать те бесхозные настроения тех бесхозных оппозиционеров, которые сегодня ушли в глубокое подполье, но завтра они могут прийти на избирательные участки. Вот. Так что расчет абсолютно, абсолютно правильный в этом отношении. Вопрос, как это будет воплощено и кто будет воплощать. Вопрос только, ну, как и кто, да, это два ключевых вопроса, но, Константин Петрович, давайте честно. Ну, Терехов, да, ну, кто за него проголосует? В Полтавской области. Нет, ну вот смотрите, харьковчане. Вот да. У нас вообще, мы перестали вообще говорить, и я это замечаю, о проблемах внутри украинцев. Украинцев с украинцами. Они колоссального масштаба набирают обороты. Вот вам история с вот этой девочкой, которая проходила верификацию Гороховского. И вот буквально тоже вечером сегодня перед нашим эфиром выходит Национальный банк Украины и говорит: я требую объяснений у Гороховского, что это вообще произошло. Тут же причина как? Преступление в чем? Фотография для верификации попадает в сеть. И это раз. Во-вторых, человека без вины просто обкозлили, обгадили, вылили помоев. Она вообще не хотела остановиться. Она хотела, чтобы счет разблокировали. А ей говорят: у тебя российский флаг. Она говорит: славянский. Вот я в Германии нахожусь. Я жила в Словении. Подружка тоже жила в Словении. Подружке пришла в гости. Рассказала всю подноготную. Более того, военные воюют. У нее отец воюет. Семья там в семье воюет. Как бы. А тут вот такая история. Ее обмазал Гороховский дерьмом и спрятался в норку. Ну, Гороховский человек специфический, так его, скажем так, определенные черты характера многим известны, и, соответственно, в банковской сфере о нем ходят легенды. Поэтому тут, кстати, это не первый раз, когда Гороховский там отличался своими какими-то инициативами, так это назовем. На ядерку собирал, да. Да. Там. Вот. Что касается, да, ну вот они, наверное, где-то тут могут соревноваться. Вот два у нас таких, вот двое из ларца, вот, которые между собой соревнуются в этих инициативах. Смелянский и Гороховский. Вот. Один в своей парафии, второй в своей. Вот. Что касается ситуации, которая произошла, ну, просто это уже показывает степень маразма, который сегодня охватил общество, когда пытаются видеть какой-то российский след, российский флаг, след Путина, влияние ФСБ и так далее, там, где его нет. Вот, ловить черного кота в черной комнате, да? Особенно когда его нет в этой черной комнате. Что касается Терехова, вот, у меня нет социологических данных, к сожалению, как относятся к Терехову в других регионах. Я знаю, что харьковчане к нему относятся с уважением. Вот, по крайней мере, большинство моих знакомых харьковчан, с которыми я общаюсь. При этом я не знаю, как, например, к нему относятся в Ужгороде, как к нему относятся в Луцке, знают ли вообще там о нем. Я не знаю, как относятся к Киму в тех же областях, но я знаю, что он там очень популярен среди определенной части пользователей соцсетей, вот, не только в Николаеве, особенно в 2022 году это было понятно.
Поэтому я и говорю, как будут формировать этот проект. Как будет создаваться этот проект, кто будет им руководить этим проектом. Я не имею в виду лиц, которые будут осуществляться проектом, а я имею в виду технологов, которые будут заниматься. Я не знаю, какой будет стратегия новой политической силы. Я говорю только о том, что из этого проекта может выйти очень интересное так, воплощение, может выйти просто такая технологическая конфетка. А может закончиться ничем. Есть все основания говорить о том, что есть определенное поле, вот, но воспользуется ли этим полем, это вопрос. Буданов игрок Да. сейчас или нет? Сложный вопрос. Почему? Потому что Буданов хочет быть игроком. Но давайте говорить откровенно. Сегодня мы говорили про Верховную Раду, которая проваливает постоянно те или иные решения. У нас была ситуация, при которой Верховная Рада была ручной. Но там депутаты кормились из рук Ермака. Когда надо проголосовать какой-то результативный вопрос, вот, Ермак вызывал к себе там, определенных людей, раздавал конверты, и, соответственно, эти конверты шли депутатам на то, чтобы депутаты правильно голосовали. Вот. У Буданова сегодня нет такой возможности. Во-первых, ему никто не дает эти вот деньги, которые... Вот, но при этом говорят, что он должен добиться от Верховной Рады результата. И у него нет сегодня этого ключа от Верховной Рады. Второй момент. У него нет влияния на региональную политику. Вот. У него нет, под ним фактически нету этих регионов. Вот, если завтра он, например, вызовет всех глав военных областных администраций, скажет, что вот все должны быть в Киеве, я думаю, что 90% попросту не приедут, проигнорируют. У Буданова нет сегодня своих заместителей. Все заместители у него остались в наследство от предшественника. У него даже нет своей секретарши, условно, он не забрал. Его отправили просто сейчас в переговорный тур. Вот, и я думаю, что Зеленский, который не особо любит Буданова, будем говорить откровенно. Ну, давайте не будем уже кривить душой. Буданов отвечает ему взаимностью. Вот. Соответственно, оба видят друг друга как конкурентов политических. Вот. Зеленский очень бы хотел взвалить на Буданова исключительно переговорный процесс с тем, чтобы этот переговорный процесс провалился. Вот. И, соответственно, Буданова потом обвинить в этом провале. Или же, если Буданов что-то все-таки вынужденно о чем-то договориться, Зеленский потом скажет: я умываю руки. Видите, вот это вот мы вынуждены отдать территорию, но это же не я вел переговоры, это Буданов так вот вел переговоры. Вот. Таким образом, он попытается сделать из Буданова козла отпущения. Буданов это тоже понимает. И ему в этой ситуации необходимо каким-то образом сохраниться так, чтобы пройти между капель. Смотрите, тут же очень важен нюанс такой, да. Зеленский как бы выигрывает стратегически время. Он сейчас может рассказывать о том, как героически ВСУ будет сражаться за безопасность Ближнего Востока. Да, фактически прямо может вступить на стороне Израиля и Соединенных Штатов в войну против Ирана. То есть, ну, как там, есть же заявление, там, румыны, вы упоминали, там, Литва, та же, да. Правда, тут такой момент очень интересный, мало кто об этом говорит. Джихад же никто не отменял. Шиитский джихад, он, конечно, другой, но он, ну, в принципе, какая разница? То есть, это можно спокойно поехать всем европейским, условно, горячим мусульманам, съездить в Литву, а чего, тут недалеко. Сел, поехал и устроил. В рамках Евросоюза. Поэтому Евросоюз вот так себя ведет. А Зеленский, ему нужно куда-то ворваться, чтобы опять-таки побыстрее, побольше выжать из своего сегодняшнего положения. Замены Зеленскому не видно. Как бы все вроде как повылазили, поговорили, что вот Буданов, Залужный, Усик, а потом опять все по норам, потому что опять ситуация неопределенности, но ему эта ситуация и нужна. Неопределенности Зеленскому, чтобы дольше в ней пребывать и, в общем, рассказывать украинцам, как он заботится об украинском народе. Получается, мы волей или неволей должны логически прийти к тому, что будут
устранены первые лица. Ну, вот как в Иране. Ну, вот устранение. Сейчас тоже распространяют, опять-таки, это сложно проверить, что брата Нетаньяху, в общем, достала ракета в доме Нетаньяху. Показывают дом, показывают все, смотрите. А потом говорят, да нет, он там в аварию попал. Так, подождите, как ни с того ни с сего так совпала авария и обстрел. Ну, как бы, понятно, что кто-то врет или кто-то пытается увести след. То есть изначально Трамп задал моду, что «а давайте всех убивать». Давай Эрдогану напишу публично открытое письмо, присоединяйся. Че, слабо, ты ж вроде крепкий мужик, давай убьем этого нового, раненого лидера, духовного лидера нации Ирана, Аятоллу. Ну, так это же может перекочевать и в российско-украинскую войну, понимаете? Но не перекочевывают. Ну, очевидно, что есть другая этика войны. Немного. Вот. Понятное дело, что если Россия на протяжении 4 лет не била по центрам принятия решений в Украине, если до сих пор ни один в этой войне не пострадал не то, что ни один украинский политик, ни один украинский генерал, то это тоже о чем-то говорит. Это не значит, что Украина так защищена и настолько успешно отбивает атаки, это значит, что не было такой цели. Я не знаю, по какой причине, это уже другой вопрос. Я не думаю, что у России нет способов, чтобы там дотянуться до кого-либо, но если не били до сих пор по Зеленскому, то я не думаю, что будут бить по Зеленскому. Но если мы представим, что завтра, например, Зеленский исчезает, нету Зеленского, просто инопланетяне забрали, еще что-то, куда-то девался. Но извините, пожалуйста, на первый план выходит такая сейчас почти комическая личность, как Руслан Стефанчук. Да, по Конституции Украины, которая на паузе не действует, но все равно по Конституции Украины верховная власть в Украине переходит к спикеру Верховной Рады. А спикер Верховной Рады у нас Руслан Стефанчук. Руслан Стефанчук становится исполняющим обязанности президента до следующих выборов президента. Вы понимаете, что когда они пройдут эти следующие выборы, вроде бы он должен их назначить через какой-то, невозможно провести у нас выборы. Нам же Зеленский постоянно говорит. И поэтому Руслан Стефанчук начинает руководить страной в качестве и президента, и спикера Верховной Рады. И, соответственно, Залужные, Будановы, Белецкие, прочие, кого там, Разумкова и так далее, которые там уже мечтают о президентском кресле, могут вдруг абсолютно обнулиться. Потому что каждый из них готовится к избирательной кампании, в которой они будут противостоять Зеленскому. Но ни один из них даже не думает о том, как он будет противостоять Стефанчуку. Со всей его комичностью, нелепостью и так далее. Это почти как в 2014 году. Сколько у нас было оппозиционеров на Майдане. Сколько у нас было Кличко, Яценюк, Тягнебок. Но каждый из них позиционировался как анти-Янукович. А тут вдруг Янукович исчез. И каждый из них тоже вдруг сдулся. Если Стефанчук сдуется, много воздуха освободится. Как раз Стефанчук в данной ситуации, у него есть конституционное основание сразу после Зеленского возглавить Украину. Да, интересно. И Россию, в принципе, Стефанчук устроит. Чего нет? Я думаю, что даже Свазиленд, или Сватини, как сейчас называется, тоже устроит. Всех устроит, абсолютно. Все как бы согласны с этим. Друзья, давайте подведем итоги опроса, перейдем к вашим вопросам. Их сегодня очень много, нужно по ним пройтись. Вы за то, чтобы телеграм-каналы были не анонимны? 12% я телеграм не использую, мне все равно. 28% каналы, да, пользователи нет. 29% да, надо правду говорить в лицо. И 31% нет, иначе сплошной телеграм-марафон. Константин Петрович, а все-таки... тут, слушайте, а что открыто не говорить? Это же если открыто не говорят, значит,
Ну, значит, бояться чего-то. А правду же говорить легко и приятно. Убедили. Завтра деанонимизируюсь. О, это да. Значит, друзья, поехали. Вопросы. И всем большое спасибо, что подписываетесь и ставите лайки. Значит, сначала вопросы из клуба зрителей Шелеста, потом переходим к сообществу и чат-трансляции. Поехали. Василина спрашивает. Значит, Константин Петрович, отвечая на вопросы подписчиков, вы дословно сказали, я не вижу какой-то опасности для Тернопольской и Хмельницкой областей в составе Российской Федерации. Не будем касаться, зачем это России и количество ресурсов для этого. Вопрос. В чем конкретно заключается эта опасность именно для людей, проживающих в этих регионах? Значит, в случае, если они окажутся в составе России, подчеркну, не для государства, для людей, особенно в свете того, что вы допускаете высокую вероятность гражданской войны и разрухи в Украине в перспективе. Да, я просто... вот мне задали вопрос относительно того, что не существует ли какой-то опасности для людей, которые проживают в Хмельницкой и Тернопольской областях. Я, исходя из того, что на сегодняшний день Россия вообще не рассматривает какие-то претензии там, на эти области, не собирается, судя по всему, идти до Сбруча, вот, я и сказал, что я не вижу никакой опасности для граждан именно этих двух областей, поскольку сейчас вообще вопрос так не стоит. Вот. Нынешний характер войны вообще не идет, речь не идет о том, что вообще собирается Россия захватить всю территорию Украины. Как бы этого не хотелось некоторым нашим зрителям, которые постоянно пишут, Бондаренко ничего не знает, на самом деле, вот мы завтра дойдем до Ужгорода и все, и прочее, покажем, мы еще не начинали, ну, извините, пожалуйста, но реалии таковы, что о том, что эти области перейдут в состав Российской Федерации, вообще речь не идет. Добрый вечер, Александр Александрович, Константин Петрович. Вопрос к Константину Петровичу. Почти все президенты Украины проходили и завершили свои полномочия через ГЭТь. После войны, может быть, внедрить чисто парламентскую форму правления. Тимошенко когда-то предлагала, то есть вариант ФРГ, Италия. Спасибо. Так об этом мы тоже уже неоднократно говорили. И это уже неоднократно целый ряд политических сил записывали в своих программных документах, когда они шли на выборы, что мы идем в Верховную Раду для того, чтобы там, ослабить президентскую власть и перевести Украину в разряд именно парламентских республик, чисто парламентских. Многие это обещали, но знаете, во-первых, все, как только доходит до президентских выборов, все сразу же бросаются на президентские выборы с целью именно получить суперпрезидентские полномочия, суперпрезидентское государство. Это первое. А второе, почему мы забываем слова Томаса Джефферсона о том, что парламент тоже может быть коллективным диктатором? Да. Светлана, добрый вечер. Спасибо за эфир. За последнюю неделю Белый дом в лице Трампа и Хексета и даже ВМС США пестрят разными заявлениями. Даже европейские лидеры показались заявлениями поддержки или, наоборот, осуждения. А вот Нетаньяху пропал, не выходит с заявлениями, не оправдывает нанесение взрывов Израилем, сидит в бункере, сказать нечего. Или это такой ход? Если ход, тогда какой? И если будет возможность, еще один вопрос. Как-то не слышно Северную Корею. Не лучше ли для нее сейчас подмигнуть Южной, так сказать, напомнить о себе, равно как и Китаю, лучшее время вспомнить о Тайване? Начну с конца. А зачем? Вот мне никто не может рассказать, вот зачем Китаю воевать с Тайванем сейчас, вот именно на этом этапе. Зачем? Да, есть там определенные идеологические моменты, вот есть заявление или же там понимание, что Китай должен быть восстановлен. Вот. Но сегодня товарооборот между Китаем и Тайванем более 300 миллиардов долларов. Годовой оборот. Зачем резать курицу, которая несет золотые яйца?
Это первое. Плюс ко всему, Китай умеет ждать, и, соответственно, они дождутся, когда к власти придет еще одно поколение, там новое поколение. Уже нынешний Гоминдан, который при Чан Кайши вот, был враждебно настроен по отношению к коммунистическому Китаю, сегодня чуть ли не самая прокитайская политическая сила, еще пройдет поколение вообще, все забудут вообще о том, кто такой Чан Кайши, вот, и в чем была разница. Так что все тихой сапой можно получить. Это есть большое количество тех и в Соединенных Штатах, и в Европе, кто хотели бы этой войны, которая бы ослабила бы Китай, там, противопоставила Китай всему миру. Но это такое дело. Что касается Северной Кореи, сегодня мне понравилась шутка, которую я увидел в социальных сетях, что в нынешнем мире только Ким Чен Ын остался единственным кандидатом на Нобелевскую премию мира. В условиях, когда все остальные воюют. Вот. А касательно Нетаньяху, смотрите, здесь как раз очень много вопросов. Я думаю, что очень много вопросов к Нетаньяху возникнет, если вдруг ситуация зайдет в тупик вокруг Ирана. Потому что, давайте говорить откровенно, Нетаньяху спровоцировал эту войну. Нетаньяху подбил Соединенные Штаты, Нетаньяху был одним из первых, кто включился в эту войну. И теперь вопрос к нему может быть очень достаточно серьезный. Ходят упорные слухи, что уже множество вопросов неудобных начинает задавать Джареду Кушнеру, зятю Трампа, который был основным лоббистом интересов Израиля и Нетаньяху в Соединенных Штатах. Смотрите, тут же тоже не надо... Вот самое интересное, что все это происходит, потому что Америка недооценила Иран. И они наверняка будут разбираться, а что это мы его недооценили, а кого это мы послушали, а кто это нам вот это вот в уши вливал, что вот или сейчас, или никогда, и вообще, то есть, да, режим слаб как никогда, вот эти все моменты, поколения и так далее. Поколение, мол, лучшее, там, что это поколение смены власти, перехода Ирана, а этого же не произошло, уже не произошло. Сейчас надо всех просто физически уничтожать и заходить в пустой Иран, понимаете? Вот так только это все возможно. Но для этого нет такой возможности, сил таких нет. И как бы там вбрасывали сегодня в течение дня, я видел, кроме там смерти Нетаньяху, еще о том, что котики морские, дельту заводили, их там всех расстреляли. То есть, опять-таки, мы не можем полноценно, война все-таки доверять этой информации, но она есть, и оперируют источники. Кстати, что делает похоже ситуацию в Иране, ситуацию в Украине на фронтах, это то, что практически отсутствует объективная информация и существует большое количество дезинформации. Огромное количество дезинформации, которая переливается из пустого в порожнее, там, вбрасывается постоянно забрасываются в те или иные средства массовой информации, те, не проверяя, дают эту информацию, потом опровергают и так далее. Поэтому туман войны стоит достаточно густой, как в случае с Украиной, так и в случае и с Ираном. Я вчера на «Шуме» в прямом эфире, мы общались с аудиторией и приводил разное мнение тоже. В общем, сейчас диспозиция выстраивается так, что войну может закончить Иран. Не Трамп. Иран. То есть вот он должен выйти и сказать: все, мы закончили войну. То есть почему Иран? Потому что Трамп может сказать: мы победили, мы всех уничтожили. Через день повторять, что некуда стрелять, уже все разбили. А Иран каждый раз может выходить и говорить: так как же, вот смотрите, вот в порт Омана прилетело, сегодня заявление было, что так, теперь стреляем вообще в круговую, по всем стреляем. То есть истощаем вас, уважаемые американцы и союзники, те, которые там наши как бы братья, арабы, то есть жители Ближнего Востока, но как бы брат брату рознь, да, у вас там базы стоят, и у вас там как бы генерируется вот эта вся история. Плюс еще там угроза, то ядерный реактор обещают попасть в него, то обещают попасть в дата-центры Google, Amazon, а это все сайты
сайты вообще в мире самые популярные. То есть беды наделать так обещают много. И вот смотрите, Трамп объявляет о победе, на следующий день Иран обстреливает. Иран должен согласиться. Но у меня такой вопрос возник, он очень любопытный. Константин Петрович, вот смотрите, убили Хаминеи. Ну, казалось бы, должно же все закончиться. Ну, такой же был расчет. А если Нетаньяху убьют? Вот не станет Нетаньяху. Может, он потом объявится где-то старенький в Аргентине. Немножко разные общества, немножко разные вертикали власти в Иране и в Израиле. Вот. И, соответственно, в том же Иране, например, скажем, сила глубинного государства, не люблю это выражение, но в целом, сила глубинного государства намного более ярко выражена, чем в том же Израиле. Ну, я, короче, вас правильно понимаю, что если ликвидировать верхушку в Израиле, то, собственно, и Израиль изменится? Не совсем. Политика частично может претерпеть коррекции, но Израиль все-таки при всем это государство, которое построено на демократических принципах, выборности, вот, сменяемости власти и так далее. Вот. Иран более консолидирован внутри, хотя в нем тоже есть там деление на определенные группы влияния, и там, например, тоже корпус стражи исламской революции не согласовывает свои действия и заявления с гражданской властью и так далее. То есть президент Пезешкиан делает одни заявления, после этого корпус стражи делает там определенные свои действия, не особо на них обращая внимание. Но в целом, вот, убираете аятоллу Хаминеи, это не значит, что Иран уже капитулировал, что Иран обезглавлен. Система власти там достаточно сложная, но при этом контролирует ситуацию в Иране, несмотря ни на что, вот, несмотря ни на какие кадровые изменения. Что же касается Израиля, там немножко другая ситуация. Там есть определенные партии, которые приходят к власти. Вот, и для того, чтобы поменять эту власть, необходимо целый комплекс действий, которые, вот, пока их осуществить, вплоть до выборов, вот, это может парализовать деятельность политической верхушки, по крайней мере. Так, значит, сообщество YouTube отсюда давайте. Все вопросы не поместимся, друзья, поэтому я всех отсылаю сразу изначально к Костю Бондаренко, он проводит стримы с ответами на вопросы. Но спасибо большое за то, что, как всегда, у нас ажиотаж. Буду объединять вопросы. Николай пишет: Константин Петрович, как думаете, призрак Зунр 2.0 бродит по Галиции? И второй вопрос от Александра на эту же тему. Значит, если очень сильно стремиться к тому, чтобы по всей Украине была одна сплошная Галичина, нужно ли удивляться тому, что Украина, как шагреневая кожа, скукоживается до размеров Галичины? В какой именно момент сторонники тезиса «Украина Убер Алис» скажут: достаточно, стоп, это именно та Украина, к которой мы стремились? Видите ли, призрак Зунр, вот, он бродил по Галичине до тех пор, пока галичан не допускали к управлению Украиной в целом. Пока в Киеве хозяйничали Днепропетровский, Донецкий клан и так далее, во Львове собирались преимущественно представители интеллигенции, вот, такой декаденствующий, и, соответственно, говорили: а вот нам бы отсоединиться, нам бы создать свое маленькое государство, вот, в котором проживало бы 5-6 миллионов человек, вот, пусть себе вот эти, там, остальная Украина уходит под Россию, а мы здесь мы вступим в Европейский Союз и так далее. Это были такие досужие разговоры в конце 90-х, в начале нулевых годов. Была целая субкультура во Львове, в Ивано-Франковске, в Черновцах. Вот, присутствовала эта субкультура. Воспоминания о бабушке Австрии, вот, культ Франца Иосифа, все это было. Вот. Но после того, как в 2014 году галичане начали задавать тон в целом по Украине, вот, они поняли, что зачем говорить про маленькую Галичину, вот, если есть большая Украина в их распоряжении. Когда галичане начали задавать тон в городской жизни Одессы,
Вот. Ну Когда да. они начали диктовать свои условия вот, на востоке Украины и так далее. Вот, когда пошла вот эта мессианская волна, вот, зачем возвращаться снова к призраку Зунер? Другое дело, если вдруг снова возникнет вопрос, когда галицкие эти активисты перестанут влиять на ситуацию в целом в Украине. Они снова замкнутся в рамках вот этой идеи Зундер 2.0. Мгм. Константин Петрович, у Европы появился неплохой шанс извлечь профит из сложившейся ситуации, когда два ее геоэкономических конкурента увязли в войнах. Сумеет ли она этим воспользоваться? Достаточно сложно, потому что воспользоваться можно в том случае, если проводить хитрую и абсолютно рациональную политику относительно одного и другого игрока. И второй момент – это если существует собственная ресурсная база для подобного рода игры. А так, в условиях, когда все равно в любой ситуации приходится склоняться либо к одному, либо к другому варианту, плюс ко всему догматическое мышление, которое демонстрирует та же Урсула фон дер Ляйен, не дают возможности для гибкости игры, вот, я не уверен, что Европа может воспользоваться ситуацией в своих интересах. Добрый вечер. Если Орбан проиграет выборы, Урсула возьмет все под контроль в ЕС, то шансы увидеть большую европейскую войну вырастут, как вы считаете? Да, именно так, что вырастут, потому что Урсула фон дер Ляйен не понимает сейчас, что главная опасность для Брюсселя исходит не из Будапешта или Братиславы, а главная опасность для Европы исходит от Лондона. Вот. И, соответственно, Лондон уже формирует свои группы влияния на севере Европы и не только на севере Европы. Так что в целом Брюссель может столкнуться с засилием лондонских прокси. Угу. Значит, Константин Петрович, в условиях мирных переговоров со стороны Ирана и то, как складывается ситуация с Ормузским проливом, говорит о том, что контроль над всем Персидским заливом постепенно перейдет к Ирану. Я так понимаю, гегемону возразить нечем. И что тогда будет? Конец нефтедоллару? Какая тогда будет нефтевалюта и каковы последствия? Про конец нефтедоллара говорят последние лет 50. Вот, так что еще когда при Никсоне нефтедоллар возник, когда он привязал доллар к нефти, сразу же начали экономисты говорить о конце нефтедоллара. Но проходят десятилетия. В последние годы вообще очень активно прогнозировали, что Соединенные Штаты потеряют возможность влияния на мировые финансовые процессы и энергетические процессы, но пока что ВОЗ и ныне там. А если завтра, например, Соединенные Штаты в полном объеме расконсервируют свою нефтедобычу и попытаются заместить собой те же монархии, то, чего так старательно избегали в последнее время. Так что здесь может быть очень много неожиданностей на этом поприще. Не спешите хоронить доллар. Значит, тут пишет Юрий, кто-то начал удалять комментарии, неудобно. Ребята, комментарии не удаляются. Здесь они могут исчезать, если их убирает система. То есть я не удаляю. Иногда чат могу там человека заблокировать, чтобы не писал какое-то время. Ну, если там какой-то откровенный спам или какая-то дурня. Но это в чатах. А в комментариях как бы полная свобода, только модерация YouTube. Это важно, да, потому что люди там, вот все, там, что-то это мой комментарий удалил. Это к YouTube сейчас как бы жжет не по-детски. Отписывает всех, да, выдача у него меняется, алгоритмы. Поэтому, смотрите, давайте так. Все здесь по-честному, кроме Ютуба. Поэтому подписывайтесь и будьте любезны. Константин Петрович, если попытаться рассмотреть с позиции историка через 1000 лет, не кажется ли, что война в Украине – это историческая закономерность? На каждое продвижение на восток идет ответная волна на запад. И не зря европейцы, получается, к этой войне и готовятся. Я думаю, что через 1000 лет будут совершенно по-другому оценивать все события, которые происходят сейчас.
Знаете, мы слишком, и это понятно, почему, мы слишком близко принимаем это все, пропускаем через себя. Да, это мы, на нас это отражается, эта война. Мы становимся заложниками этой войны. Но наши потомки будут совершенно по-иному смотреть, оценивая в том числе и последствия, которые фактически выльются в этой войне, вот, уроки этой войны используя, а также те события, которые происходят в мире в целом. Они будут комплексно подходить. Ну, это при условии, что наши потомки будут нашими потомками. Это вот тоже В любом случае очень важно. потомки. Да. Потомки, которые будут, да, все войны пишутся победителями, да, как говорится. Вот. Так что, по большому счету, победители как раз и напишут ту историю и будут оценивать все то, что происходило на этой территории, сквозь призму их дальнейших успехов. Здравствуйте, Константин Петрович и Александр, который раз задаю вопрос. Правда ли, что гетьман Мазепа вел тайные переговоры с польским королем Станиславом Лещинским, ставленником шведского короля Карла XII через иезуита Зеленского? И если это правда, то не улыбка ли это истории? Так да, это действительно историческая личность, историческая правда. Так что, знаете, есть и другая еще историческая закономерность. Вы знаете, как фамилия прокурора, который как раз добился для Степана Бандеры смертного приговора, который потом был опротестован, этот смертный приговор, заменен на пожизненное заключение. Тоже Зеленский, польский прокурор, который потом, кстати, уже в 80-е годы написал свои мемуары, опубликовал их. Так что и бандеровцы тоже потом убили известного педагога, вот тогда уж обои Зеленского, так тоже, видно где-то какая-то наверное, какие-то родственные связи можно даже... Много ли ваших знакомых, Алексей пишет, под влиянием пропагандистов в начале 22 года пошли на фронт, и как у них сейчас дела? Много ли из них пожалел, что теперь не может вырваться из армии? Да, очень много моих знакомых, многих из них нет сегодня в живых. Многих из них нет в живых на сегодняшний день, к сожалению. Сын моего близкого приятеля погиб в первый же день войны. Сын второго моего приятеля погиб под Бахмутом. Тоже они ушли добровольцами. Потом, соответственно, было очень много таких случаев, что люди пропали без вести. Один из политтехнологов, кстати, пропал без вести тоже под Бахмутом. Даже было такое, что с одним человеком мы связались, тоже, скажем так, приятель мой, мы связались с ним в понедельник, накануне войны, война началась в четверг, договорились, что на следующих выходных встретимся с семьями, там поужинаем. Он, как кадровый военный, перезвонил в первый же день войны, позвонил, сказал, что я иду, меня долг зовет, и все, от него нет по сей день никакой весточки. Так что да, очень много. Так, значит, Александр Константин Петрович, с дебютом вас на Соловьев Лайв. Вопрос все чаще звучит... уже не дебют. Это, кстати, не дебют. Соловьев, кстати, неоднократно апеллировал к моим высказываниям. Иногда положительно, иногда критически. Но как-то редактора его программ как-то меня не оставляют без внимания. Вообще мне тоже, знаете, так нравится. Они же постоянно берут эфиры и показывают, и, понятное дело, потому что там апеллируют к мнениям, апеллируют там к вопросам, к темам каким-то. Это понятно, но мне нравится другое. Иноагент Шелест, да елки-палки, 3 года уже, больше. 3. Понимаете? И они до сих пор удивляются, вы представляете?
Ну, елки-палки, ну, тут, ребята, ну, а причем самое интересное, всем говорят, учите матчасть, так вы немножко подтягивайте, ладно. Вопрос зрителя. Значит, все чаще звучит конспирология, что в окружении Путина кто-то системно длительное время работает против интересов России, подставляя, сливая его самого, от этого провалы по всем направлениям. Если высокопоставленные генералы, предатели нашлись в идейных Китае, Иране, то что скулить о том... что стоило скупить оптом птенцов гнезда Шойгу. Падких на все, что блестит, шуршит. Теперь России грозит перестройка, перезагрузка, 90-е 2.0. Как вы считаете? Ну, Путин, он выходит из системы безопасности, да, госбезопасности. Я думаю, что он, как человек, являющийся профессионалом в данной сфере, он, наверное, там где-то уже разобрался, кто есть кто и так далее. Чистки время от времени устраиваются. Вспомните апрель-май 2024 года, когда практически на 80% там поувольняли, пересажали и так далее все руководство Министерства обороны. Вот. Вплоть до буквально недавнего вот этого дела относительно бывшего первого заместителя министра обороны Цаликова. Вот. То есть время от времени там наводится порядок. Вот. Все остальное, я думаю, это конспирология. Что кто-то где-то работает против и так далее. Вот. Думаю, что в России выстроена такая система контроля, вот, которая уже давно бы вычислила тех, кто вот занимается вот определенной вредительской деятельностью. Тем более, что в России, в отличие от Украины, вот там по-настоящему сажают политиков. В Украине только пугают, там делают пиар, там заходят на заседание Кабмина, надевают наручники, вот, выводят за дверь и потом снимают наручники и отпускают. Или там годами или десятилетиями там, ведут какое-то дело о коррупции. В России там все очень быстро. И сроки большие. Сроки большие. Вот. Да. Губернаторы, министры и так далее там садятся по-настоящему. Как вы думаете, почему Россия пошла по пути закручивания гаек, блокирует Телеграм, отключает мобильный интернет, запретительный раж депутатов? Какого черного лебедя ждут? Да не черного лебедя, как раз для того, чтобы не прилетел черный лебедь, начинают ограничивать информационные потоки. То, что невозможно контролировать, то запрещают. Но в нынешнем мире, что это надежно запретить, надежно поставить вне закона, достаточно сложно. Бывший митрополит Филарет Денисенко был госпитализирован на прошлой неделе в Феофанию, и шансов отпетлять от Костлявой все меньше. Вы с ним лично были знакомы. Рискнули бы обратиться к нему с призывом примириться с УПЦ, пока еще есть шанс и время? Ну, я не настолько моральный авторитет для Филарета, для патриарха Филарета, чтобы его к этому призывать. Вот, скажем откровенно. И в целом, ну, я видел, лично общался с Филаретом 2 раза, один раз в 90-е годы, второй раз в нулевые. То есть очень давно. Он вас просто не узнает, наверное. Да не только в этом дело, так что дело не только в этом. Ну, просто, скажем так, у каждого своя парафия. Я не принадлежу к его. Тут Шевченко, да, ну, даты были рождения, смерти. Как-то у кожного своя доля и свій шлях широкий. Скажем так, да, у нас разная церковная юрисдикция, так скажем. Да. Дмитрий, Кость, вопрос к вам. Принимать Украину в ЕС на равных не хотят. Территорию используют для утилизации старого оружия, испытания нового. Путин использует войну для масштабной смены правящей элиты, поэтому война ведется ни шатка, ни валка. Америка кончает экономику Европы. Что приобретает Украина, кроме потери населения, развала экономики и обогащения слуг народа? Украина точно, я постоянно говорю о том, что Украина точно ничего не приобретает. Украина, кроме славы, кроме пиара, ничего не приобретает. Ни единого плюса я не вижу в этом. Да, тут есть большое количество
тех, которые говорят, что вот мы наконец-то цементируем нацию, мы наконец-то превращаемся из республики бывшего Советского Союза в настоящее государство, мы наконец-то там доказываем всему миру свою субъектность. Вот, да ничего этого не происходит. Можно говорить очень много красивых слов, но на выходе, извините, пожалуйста, ноль. Сергей предлагает 3 варианта на свой вопрос. Какой выберете вы? Добрый вечер. Россия воюет медленно, потому что банально не может быстрее, бережет силы к глобальной войне, а куда спешить, когда зарплаты у военных отличные и сроков не ставят? Сроков не ставят, это раз. Второй момент – это то, что поскольку была провалена фактически в 2022 году операция по Блицкригу, вот, то, соответственно, решили дальше не спешить, а, соответственно, вести боевые действия без определенной спешки. Там даст Бог день, даст Бог пищу. Тогда и поймем, условно говоря, думают в России, поймем свои стратегические цели. Тем более, что война сейчас ведется именно в таком режиме, что в любой день можно объявить о том, что Россия, например, победила. Сказать, что все, что мы победили, мы получили Азовское море, получили часть территории Украины, присоединили значительную часть, получили там Мариуполь и целый ряд других городов. Вот, сухопутный путь в Крым вот, получили, контроль над Запорожской атомной. То есть все это можно показать как большую победу. Украина тоже может выступить и сказать, что да, мы победили, потому что мы отстояли свою государственность, выход к морю у нас есть. Да, мы потеряли часть территории, но не особо и надо было нам эту территорию контролировать. Они голосовали неправильно постоянно. Они голосовали неправильно, да. Они неправильные украинцы, это неправильные пчелы делают неправильный мед. Все это можно сказать, тоже облечь в определенную обертку. Вот. Тут вопрос только, когда и кто примет окончательное решение о том, что война уже исчерпала себя. Чат трансляции. Сергей. Вопрос. Почему по отчету Управления бюджетной ответственности Британии прогнозируется 50 лет упадка британской экономики, но Зеленский вводит английский язык в детских садах Украины? Зачем ему это? Мода. Вот, знаете, у нас очень некоторые очень любят вступать в коммунистическую партию приблизительно в июле 1991 года. Вопрос от Андрея. Сейчас теократия конкурирует с демократией. Может, за теократией будущее, Константин Петрович? Ну, видите ли, для того, чтобы была теократия, необходимо, чтобы было определенное количество верующих, готовых поддержать эту теократию. Второе, должны быть определенные влиятельные, властные лица, которые готовы будут воплощать определенные догмы через политические инструменты. Вот. Ну и третье – это то, что церковь должна обладать определенными видами оружия, скажем, для того, чтобы декларировать, а именно устанавливать эти догмы и укреплять свою собственную власть. Если вы говорите про теократию в Иране, то да. А остальные теократии, Ватикан в Европе. Отчасти Великобритания, где, условно, король является одновременно главой церкви. Так, значит, сейчас для верующего человека умереть великий пост – хороший знак для души. Не знаю. То есть это к Рамадану тут обсуждают. Константин Петрович, что же это за война, у которой 2 победителя? Так, по окончанию нынешней войны победитель нам сообщит, что к чему? Да, именно. Так что историю всегда пишут победители. Побежденные иногда пробуют писать свою версию истории, но ее обычно воспринимают как маргинальную версию. Вот. А победители пишут свою версию, она становится доминирующей и смотрят на все те процессы, которые происходят после, именно глазами победителей.
А если будет два победителя, просто будут две конкурирующие концепции. Вот такой вопрос. Крик души от Светланы. Как жить тем, кто таки остался в Украине? Или все-таки придется уезжать? Спасибо. Каждый принимает решение сам для себя. У меня вот несколько моих знакомых уже приняли снова для себя решение. Вот созваниваюсь с ними, они говорят, вот все, нет больше мочи жить в Украине, больше не можем. Не из-за того, что там перепады электрического тока, что было холодно, они все это уже пережили. Но именно сама атмосфера, она их вынуждает искать лучшей жизни. Запитайте в Бондаренка, війна надовго достану Сомалі, на його думку? Та ми поступово вже перетворюємося на цей стан Сомалі. От, наша еліта абсолютно діє за африканськими лекалами, не за європейськими, це точно. Угу. Так, значит... Мигранты верят марафонам, фабрикам новин и другим. Живя 5-10 лет в Европе, они переизберут Зеленского, проголосовав в Германии, Франции и Монако, задает вопрос пользователь. Ну, переизберут они его? В Монако живут в основном украинцы, которые ненавидят Зеленского, потому что многие из них там живут вынужденно. Вот, Ой, всем бы такое беженство. Конечно, да. Вот. Поэтому я и говорю, что те, кто живут в Монако, они ненавидят Зеленского тихо. Вот. А остальные украинцы точно так же по-разному относятся к Зеленскому. Есть те, которые верят тому, что говорят в Украине. Есть те, которые попросту считают, что необходимо просто выжить в этой ситуации. Не все украинцы придут на избирательные участки, это точно. Но от имени многих украинцев, которые живут за рубежом, будут фальсифицироваться выборы в пользу Зеленского. Да, значит, ну да, вот это верит ли Кость в пророчество про Гога и Магога? Что это такое? Я не знаю. Ой, это старые, самое про народы Гога и Магога, которые где-то там закованы и так далее, они выйдут в конце веков, которые начнут большую войну. И на самом деле я не верю ни одним пророчествам. Вот. Не верю ни одним пророчествам. Извините, пожалуйста, возможно, что я богохульствую, но в этой ситуации я не верю тем, кто говорит, что наше будущее уже предопределено заранее. Я не фаталист в этом отношении. Константин, когда вся Земля станет одним большим государством, через сколько лет или при каком событии? Может, нужно колонизировать другие планеты или этого мало? Это мечта глобалистов, фактически превратить Землю в единое сообщество, где не было бы там влияния отдельных национальных правительств, где постепенно перешли бы к единому сообществу потребления, вот, и где бы задавали тон не национальные правительства, а задавали бы тон транснациональные корпорации, крупные корпорации, которые бы делили между собой планету. Эта идея не новая, ее многие воплощают ее многие исповедуют. Почитайте там то, что пишут, например, тот же Курцвейл, или там можно почитать некоторых европейских, Атали и прочих, которые там пытаются заглянуть в будущее, когда наконец-то все грани будут стерты. Но еще Маяковский, помните, для него же был идеал, чтобы в мире без России и Латвии жить единым человечьим общежитием.
Вот. Раз в 100 лет приходят такие мысли в голову. Масоны в конце 18-го, начале 19 века тоже верили, что постепенно государства отойдут в прошлое, а миром будут править, мир превратится в сообщество разумных, образованных, просвещенных людей. Вот. Потом анархисты в конце 19 века тоже верили, что мир будет преобразован, государства отомрут, а люди будут жить такими мелкими ячейками, которые будут между собой, вот эти коммуны, вот весь мир превратится в такую сеть коммун. Потом, соответственно, вот коммунисты предлагали там мировую революцию и единое мировое фактически правительство, пролетарское правительство и так далее. Но эти идеи постоянно витают, но все они до сих пор являются утопичными. Заслужили ли украинцы на все эти события? А никогда не спрашивайте, заслужили или нет. Дело в том, что если они допущены, то значит наделано какое-то большое количество ошибок, которые вылились в данное событие. Очевидно, что никакое событие не возникает на голом месте. Вот существуют определенные предпосылки. Раз есть предпосылки, значит были сделаны ошибки. Друзья, всем большое спасибо за то, что пребываете в нашей компании по средам в прямом эфире. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и до новых встреч. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на этом прямом эфире. Сейчас в ближайший час решится, там, получится шум сделать или нет. Полетело немножко там техническое программное обеспечение. В общем, постараемся, следите за анонсами, но в любом случае всем большое спасибо и всем спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем живом общении. Берегите себя и друг друга. Добра и света.